Привет, соратники! Меня зовут Шредер, вы на канале Siege Total Wars. И сегодня у нас короткий новостной выпуск. Посвящен он тому знаменательному событию, что спустя почти 1,5 года мы наконец-то, точнее не мы, а Creative Assembly наконец-то выкатили новый блок разработчиков, то есть тот самый, чем занимается Creative Assembly, блок номер 13. В подкасте, в котором я рассказывал про Warhammer 3, планы на Warhammer 3, Вангавал и прочее. Вот тут вот посмотрите, кто не смотрел, обязательно. Это интересно и важно. Так вот, в этом подкасте я рассказывал, что в этих блогах разработчики рассказывали, точнее как рассказывали, они давали нам такие вот крупицы, зернышки, да, разбрасывали насчет того, что они делают, что они разрабатывают и что это будет за игра. Ну, в принципе, как бы я об этом говорил много, что мы уже знали, что это будет про хаос, игра будет посвящена хаосу. И, в принципе, это, в общем-то, не вызывает, я так думаю, что уже никаких сомнений, потому что слово хаос, вот это вот все. Посмотрите подкаст, я там об этом много рассказывал. Так вот, вот в этом новом блоге самое важное, что там было, это именно то, что разработчики написали такую фразу. Еще одним событием, на которое повлияла нынешняя мировая ситуация, является анонс нашей следующей большой игры в серии Total War. Как вы можете представить, у нас тут в CA сейчас все несколько хаотично, заметьте. Поэтому, пожалуйста, потерпите вместе с нами. Так вот, в английском варианте слово bear потерпите вместе с нами. Однако это глагол. А если брать существительное bear, это медведь. Понимаете, да? То есть вот эта вот предыдущая наша новость насчет того, что Game Workshop разрабатывает медвежью кавалерию, она была неспроста. Она действительно как раз в тему. И наверняка эти самые медведи и на этих самых концептах будут и Warhammer 3. Но дело даже не в этом, а в том, что вот этот вот, опять же, традиция разбрасывания хлебных крошек, она продолжается. То есть прозвучало слово хаос и прозвучало слово медведь. То есть, понимаете, да? То есть можно делать вывод, что стартовыми фракциями будут не только хаоситы, но и с огромной долей вероятности, я считаю, что это практически уже подтвержденный факт, что на старте кампании Warhammer 3 будет Кислев. Можете это верить, можете принимать, не принимать, но я уверен, что это в принципе уже подтверждено. Ну или как минимум, что Кислев обязательно будет. Это уже 100%. Это уже не вызывает никаких сомнений. Это как бы основная такая вот новость этого блога. Она самая важная и самая интересная, как по мне. Ну, кроме того, там рассказывается про Трою, про DLC к Трое, про DLC к Троецарствию, про карточную игру Elysium. Кто не знает еще, можете посмотреть, почитать. Ссылка будет в описании, собственно, на перевод всего блога. И насчет того, что наконец-то, как уже многие ожидали, будет пересмотр фракции лесных эльфов. Там еще как бы никакой конкретики нет, но вот она будет, именно пересмотр, вот это самый апгрейд, полный перебаланс и добавка каких-то юнитов, добавка лордов и так далее. То есть, ну, как бы лесные эльфы, такая колоритная фракция, но она была, прямо скажем, заброшена. Ну, резюмируя, да, основной посыл этого блога это то, что хаос и Кислев будут 100%, как мы, в общем-то, и ожидали. Что касается анонса, то есть, опять же, написано, что пандемия и всемирный вот этот вот коллапс, он на это тоже повлиял. Скорее всего, наверное, большая вероятность, что мог бы быть анонс был и раньше. И когда он будет сейчас, тоже не объявлено. Но я все-таки настаиваю, я практически уверен, как я и говорил в подкасте, я убежден, что
анонс будет осенью, этой осенью, а релиз весна либо лето 2021 года. Естественно, если ничего не произойдет, какого-нибудь еще там ковида-20 не появится, или 21, я не знаю. Скорее всего так. Я практически в этом уверен. Можете это записать и потом мне предъявить. А так, спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх-вниз. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Посмотрите подкасты обязательно. Это интересно. Посмотрите новость про медведей. Всем пока.